Друзья с YouTube. Наверное, на YouTube не стартануло. Господи, тяжело с одним телефоном. Постоим чуть-чуть, понастраиваемся. Я не знаю, пошел стрим на YouTube, не пошел, но что-то тут у нас, да, опять технические проблемки, все учесть не могу, все перепроверить не могу, потому что с одним телефоном. Так, плюсики в чат, если на YouTube трансляция пошла. Не знаю, как на остальных площадках, но тут уже будь как будет. Друзья, мы под Вологдой, в 12 километрах от Вологды. Этнографический музей под открытым небом деревянного зодчества Семенково. YouTube пошел. Спасибо. Вот. Продолжаем гулять по окрестностям Вологодчины. Опять же, повторюсь. Этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом Семенково. Со всей области Вологодской собраны домишки из разных районов. И здесь компактненько в виде двух улочек расположены. То ли 16, то ли 18 домов, два культовых сооружения, две церкви. Вот одну мы сейчас видим, вторую пока не вижу. Тут где-то Ильи Пророка еще. Возможно, это она и есть. Но сейчас будем идти. ВК Гуд, спасибо. Вот. И будем куда-то даже заходить. По моей информации, около 6 домов должны быть открыты для посещения. В котором мы... YouTube не смогла, пришла сюда. Ну, вроде на YouTube трансляция стартанула. Таки началось. Даже вот вижу две мельницы деревянных здесь есть. Ну и я вот все сравниваю с подобными музеями. Вот в Витославлицах, это Великий Новгород, Малые Карелы в Архангельске, где я бывал, именно таких. Пока, конечно, ну не обижайтесь, но Малые Карелы на первом месте. Во-первых, тут они и по площади больше. Да и просто родина моя. Ну, здесь дома не менее эпичные, не менее масштабные и не менее стары. Дома 19-20 веков, как крестьянские, так и купеческие. Всем привет, Роман и персональный, Александр из Мурманска, привет. Так, везде трансляция идет. Сегодня у нас ВК, YouTube и Рутюб. Мне выдали на входе план движения по территории Семенкова. Конкретно под сегодня, 2 мая. Вот тут есть экскурсии, обзорная экскурсия по музею, сбору колодца, дом Копылова, мастер-класс по кукле. И, ну, куклы, видимо, делают эти соломенные. И дом Пудовой, мастер-класс по росписи. Ну и, соответственно, какие-то... Вот вся и территория, это что нам и нужна. Где мы с вами тут будем. У каждого домика есть информационная табличка, которая рассказывает судьбу, историю этого дома. Может быть, что-то о владельцах. Ну, буду останавливаться и читать. Сергей З. Смотрю несколько месяцев. Благодарю за интересный контент. Благодарю, что смотрите. Благодарю, что поддерживаете. Сергей З. Читаю сам сегодня, потому что здесь ветрено. Ну, хотя давайте. Вроде сейчас здесь не ветрено. Выключу микрофон. Вот. Сейчас переключится на микрофон с камеры. И будет все громко и доходчиво ваши эти донаты читать. Пахнет шашлычком. Вот здесь вот на площадочке готовят мяско.
Везде зайдем, везде посмотрим, где можно будет. Здравствуйте все. Татьяна, привет-привет. А14, привет. Вчера нам мало было гулять. Решили погулять еще сегодня. Еще раз, Семенково называется. Колодец. Я думал, это будет что-то по типу журавля, но нет, вот колодец с колесом. Ну, сейчас тут люди, не буду подходить, может, на обратном пути к колодцу заглянем. Обязательно съездим мы в Архангельск как-нибудь, и там в Малые Карелы сходим, погулям. Итак, что тут у нас? Первый дом на нашем пути встречается. Угу. Первый дом. Дом Храпова. Так, подписано, что общественная квартира, сельская школа, ночлежный приют. Ну, тут воссоздана какая-то история такая. Интересен момент, что, видите, первый этаж, даже и окошек нет, и какие-то маленькие только лишь окошки. И на уровне второго этажа окна. Скорее всего, под домом были хозяйственные постройки. Держали скотину. Так, я билет потерял. Вот. Тут надо билет не терять. Падаю. Все, стою. Билет не терять, потому что вообще в целом вход на территорию Семенкова как бы платный, но на входе там особо никто тебя не контролирует, и ты можешь и так пройти. Но чтобы зайти вот в эти все дома, там бабушкам надо будет показывать, ну не бабушкам, не обязательно бабушкам, контролерам показывать билет. Билет вот такой по старинке, бумажный, без каких-то QR-кодов, без ничего. Вход, кстати, 400 рублей. В максималке. Все остальное это у нас только льготы. Дом Храпова. Так. Опа. Александр М. Спасибо. Из истории. Музей было принято делать в 1979 году, но именно территория как музей открылась только лишь, по-моему, в 92-м. Все это время проводились этнографические изыскания, дома искались, находились, разбирались, собирались здесь вновь. Блин, какие сходни. Вот и представляете, вот по этим сходням, по этим бревнам лошади. Вот тут какой-то очень низкий вход. Так, единственное, что я вижу у вас в России, до сих пор очень-очень холодно. Обычно, ну, опять же, Россия большая, где-то холодно, где-то уже тепло. Не дочитаю, тяжело, буду ждать русское лето, да. Пока не едьте. Вот, то есть туда на Поведь заезжали. А здесь вход есть или нет? А здесь, наверное, и нету. А может, и есть. Стуки. Опа. Все. Врываемся. До паучки доводятся. Что, можно туда? Скрипучие лестницы. Бабочка. Бабочка. Можно? А то мы тут все у двери встали и не знаю, можно заходить, нельзя. Съемочка только у нас, вы знаете, да? Вот, без вспышечки, без Круто, всего, уже без ничего этого вообще чуть-чуть. не И это. никаких стилизованных, я имею в виду. Постановочных вещей. Ладно? Видите, какой я постановочный, видите, вот. Я предупредила. Берите ваш хочу. Пожалуйста. Вы уже много где были. Я первый дом Да, захожу. хорошо. Проходите, пожалуйста. Принцип нашего Мне вот музея. еще вот Вы такую смотрите? штучку дали. Да.
Здесь у нас воссоздана общественная квартира, сельская школа и ночлежный приют. Совершенно точно. Вот ночлежный приют вы видели. Вот Нет, они еще раз- там люди пока стояли. вот выйдите, посмотрите. Я вот сюда Сейчас ворвался. вот в общественном месте вы находитесь, там сельская школа. Принцип работы нашего музея. Смотрим только глазками. Ничего не ручками трогаем. Ничего не трогаем, да. Там можно присесть за любую парту. Нельзя трогать стол учителя и стул учителя. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Вот такие строгие тут. Двери, кто у нас закрывает. Строгие учителя. Точнее, контролеры. Строгие. Воссоздано тут как-то. Ну вот общественная школа, класс. Возможно, был такой вариант, такой учебный класс, возможно, был. Доска, счеты, фикус бабушкин, красный угол, керосинка уже. О, тут какой-то буквы церковнославские. Вот, можно включить. Почему-то без вспышки. Они, видимо, считают, что со вспышкой бревна постареют очень быстро. Но это ладно. Так. Хоп. Какой сегодня урок? У нас бывает цивилизованные Счеты. уроки. Биологию тут показывают. Интересно. То есть девочки учительницу показывают, какая раньше была, как преподавала. Интересно, вот бывает у нас такие открытые уроки. Ага. Ну, не сегодня. Сегодня очень много народу. Посетителей. Ну, Сегодня правильно, выходной, день. праздничный, да. Да. Интересно. Интересно. Печка. А еще и за печкой там какое-то же пространство, да, наверное, есть. За печкой пространство, Там дверка. которое называется голубец. И там домовой жил, нет? Домовой там не жил, Не это жил? был спуск на первый этаж. Там раньше у хозяйки был спуск на первый этаж за продуктами. Понял. А теперь там просто подсобное помещение. Наши ведра стоят, одежда. Понял. Оп. Потолки низкие, двери достаточно тоже низкие, чтобы тепло не выпускать. Так, что у нас здесь? Общественная квартира, ночлежный приют. О, здесь приют у нас. Там еще можно. Какой-то как будто бы приют, не знаю, ну тоже печка, как будто бы топится. Так, а вот туда уже нельзя нам пройти. Как бы встал, так до неба бы достал. Это если бы... это надо рост проверять, у кого какой. Вот это я до 180 не дотягиваюсь, а 160 мне уже мало. Дядя, достань воробушка. Ладно. И тут еще дверка. Не дверка, а лесенка на второй этаж. Но заперта. Интересно. Ладно, идем к следующему дому. Проходите. Оп. Так, друзья, где чат? Все ли тут? Так, дом номер 2. Дом Копылова. Пермяк, соленые уши. Спасибо. Благодарю. Да, дом номер 2, дом Копылова. Здесь воссоздано, что-то написано, сохраним русский дом на русском севере. Почему-то вот вологжане прямо себя считают уже русским севером. Хотя там еще цельно-Архангельская область громадная, севернее Вологды. Так, дом Копылова представляет собой жилой комплекс однорядной связи брус с пятистеночной жилой частью. Изба плюс изба. Видите, здесь посередине тоже бревна идут. То есть это вот у нас 5-я стена получается. Я так понимаю, в доме. За жилой частью с сенями располагается большой объем хозяйственного двора с хлевами и на нижнем уровне и поветью в уровне жилой части. Ну, на повете там сено хранили,
какие-то хозяйственные свои штуки, дела, дрюки делали, скорее всего. Объемы срубов хозяйственного двора перекрыты двухскатными кровлями с перепадами высот по коньку. Угу. Посмотрим со стороны, не знаю как. Верхняя часть главного фасада выделена широкого выноса сливом, на котором обозначен балкон с ограждением из точеных балясин, зафиксированный зрительно по углам большими резными деревянными вазонами, установленными на декоративных филенчатых тумбах. На доске фриза слива имеется надпись 1881 года. Сей дом Василия Копылова. Размер дома в осях плана составляет 13 на 25 метров. На секундочку. Вот так. Сейчас будем заходить. Так, у нас под Екатеринбургом тоже есть нечто подобное. Музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом. Нижняя Синячиха. Или Синичиха, как правильно. А в том-то вот и дело, что пятистенок. То есть, я еще раз говорю, вот посередине еще сруб. Это считается пятой стеной. Прикольно разрисованные ставни. Опять же, вот классные, молодцы. Очень много вот этих. У каждого дома есть табличка. Есть QR-коды. Что-то про фасад, что-то по кровля, юбка, вазоны на филенчатых тумбах. Тут все про них рассказывается, видимо. Так, наверное, просто северная железная дорога. Это про что? Подождите, Александр, я пропустил. А подпол есть? Конечно, есть. Вот здесь даже вот видно, вот эти вот продухи, там хозяйственная часть была. И там не просто хозяйственная часть, а там могли скотину держать. Пустят нас туда или не пустят, чтобы посмотреть, как оно было, я не знаю. Но вот в архангельских малых Карелах там такая штука есть. О, смотрите, смотрите. Вот, например, вот мы сейчас под полом. То есть над нами сверху жилая часть. Здесь есть своя печь. Ну и тут, возможно, какой-нибудь валенки делали или еще что-нибудь стругали. Так что пишите подпол, да, подпол. Подпол, не подпол. Фух. Верхний мост из деревни Коростелево Карабицинского сельского совета Сямжинского района. Опачки. А, вот мы тут вышли как раз на поведь дома. Причем в жилую часть нас не пустили. Хотя проверим, там может быть и открыто. Вот. В миниатюре воссоздана, получается, у нас кровля. И вот даже интересно посмотреть. Смотрите, как это в масштабе, но действительно вот кровля дощатая. Причем внахлёст положено в 2 уровня. И упирается, заканчивается таким бревном. И он же, это же бревно является водостоком. Смотрите, они, конечно же, эти срубы реставрируются. Те венцы, которые, те бревна, которые пониже, ближе к земле, они, конечно, гниют. И их реставрируют, их меняют. Дом, конечно, первый раз реставрировался при разборке. Ну, вот здесь оно все уже прям новодел. Но опять же, новодел-то не выдуманный, а просто воссозданный. То есть были бревна в плохом состоянии, они заменены на новые. Все. Старое поменяли на новое. Но, видимо, в каком виде и в каком объеме дом был, он в таком и оставлен. Тут ничего в этом сверхъестественного нет. Ну, собственно, вот наша поведь. 2-й уровень. Там на 1-й вроде было бы и не зайти. Но опять же, это хозяйственная часть.
Жилая часть должна была бы вот здесь, но тут вот вижу замок висит. Так, видно, что бревна цилиндрованные, все новые. Ну, если бы мы ходили по дому изначальному, он был бы, наверное, в труху уже сгнивший. Но вот эта часть, вот эти бревна, вот это не новые, это не цилиндрованные. Здесь вот это все топорами, возможно, высечено. Плюс никакой обработки и нет. О, а туда можно? Мастер-класс по кукле, приходите. А куклы эти на салоне. Мастер-класс по производству кукол. Погладьте куклу, лишние ниточки обрежьте. Если, например, торчит снизу рубашка белая, то можно ее укоротить, потому что из-под сарафана не должно быть видно. Видите, куклу, она ваша. Пространство И за печкой. вспоминайте, красота спасет мир. Все должно быть красиво, все должно быть аккуратно. Спасибо. А я вас где-то видел. Да. В магазине вчера. Да. Ткацкий станок рассказал. Встречаю одних и тех же людей. Все мы тут туристы на пятачках. Крутимся. Так, что мы пишем? Приезжайте к нам. Да, Илья Валерьевич пишет. Илья Валерьевич, работайте, не отвлекайтесь. Подвисает интернет в помещениях. Странно, да, что в деревянных домах начинает интернет подтупливать. Ну, не знаю. Так, это мы только второй дом прошли. Так, далее, кто у нас тут по плану? Так, следующий дом, дом номер 3, тоже можно будет зайти. Дом Пудовой. Здесь у нас что? Дом мастеров и древо жизни. Пишут тут. Господи, вон там-то какой громадный, но мы сейчас дальше посмотрим. Домище. Домина. На секундочку. Вот, видите, сейчас я приближу, как оно, про крышу, то, что я вам показывал в миниатюре. То есть доски упираются в бревно. Бревно таким желобом делалось. По крайней мере, ну вот здесь правая часть виднеется. Вот мой палец. Оп. И, соответственно, как водосток. Ну и, конечно же, конь в коньке. Почему конек? Да потому что вот вам конь. Видите? Фигура коня. Так, там из Твиттера какой-то спам идет. Ну вот видите, на севере, опять же, особенность северных домов, что в Вологодской области, что в Архангельской губернии, долгие холодные зимы. Если делать постройки отдельно стоящие, да, там отдельно у тебя хлев, отдельно там еще что-то, ты зимой-то не набегаешься, снег не начистишь. Поэтому строились дома, и ты под одной крышей, у тебя все. И жилая часть, и зимняя комната, и летняя комната. Кстати, это тоже такое большое отличие. И, как по мне, это большая ошибка всех любителей жить в деревянных домах бревенчатых. И вот это вот надо как раньше, надо как раньше. Вы поймите, я сейчас вам где-нибудь там покажу, что зимняя комната, ну, точнее комната, в которой вся семья жила зимой, она одна единственная на весь дом. Потому что печь топилась только в этой комнате. Так, здесь мы, наверное, зайдем. Вот, мастерская красильщика сделана, но это ладно.
Так, а здесь древо жизни. Рукодельницы. Вот здесь поветь. Опять же, хозяйственная история. Здесь могли сено хранить, здесь телегу закатывали, здесь могли лошади стоять на повете на втором этаже. А под домом там свиней, курей держать, коз, овец, не дай бог. Так, что пишем? Так, я прочитаю, пока постою. Так вот. Угощают, крокодил угощает. Здесь есть своя блинная с чайной. Где-то там по пути мы должны будем зайти. Там все можно, это все дело явство отведать. Крокодили. Используют как районки, игрушки. И тоже как бы дети записывают, пишут для Деда Мороза, а взрослые друг другу пожелания пишут. Сейчас уже все современно, поэтому... Веретено или как это называется? Ой, бля, как вот посмотрите, как это срублено, угол. Он вот прямо с закруглением. И это не новодел. Хочется верить. Так вот, про великое желание жить в доме деревянном. Зимой топилась только одна комната. Опа. Наверное, сюда можно. Здравствуйте. Шишек себе набью сегодня. Вот, и скорее всего, только лишь вот эта комната с русской печью зимой топилась. Все остальное нет. Здесь что? Валы. Классно. А все остальное, вот у нас русская печь. Здесь, возможно, спали, ели. Спали, ели. И плодились. Что называется, семеро по лавкам. Вот так и спали на этих лавках, скорее всего. Так, вот, выйду на улицу, сейчас договорю. Вот эта комната, в которую мы с вами сейчас заходили, скорее всего, да не скорее всего, а точно, господи, она топилась зимой. И вся семья, там, детей-то в семьях много было, семьи в этой комнате только и всю зиму проводили. А не то сейчас, как сейчас, вот это деревянные бревенчатые дома строят, когда у тебя там по 10 комнат, которые все надо топить, а по теплотехнике бревенчатые дома-то не совсем идеальные, поэтому ошибочно. Ух ты, здесь качели. Все равно деревянный дом по теплопроводности меньше, чем панельный, поэтому в нем все равно теплее. Да почему? Нифига не меньше. Тебе это бревно постоянно конопатить, оно трескается. Панельные дома тоже разные, знаете. Панельный дом — это же не одна бетонная у тебя плита, а это все-таки еще прослойка утеплителей. И панели тоже рознь, скажу я вам так. Вот. И еще раз говорю, топить надо было постоянно зимой. Зимы были холоднючие. Зимы холоднючие, дров уходило много. Дрова надо заготавливать. Соответственно, тут много печей не натопишь. Вот и все. Так, это мы были в доме Пудовой. Да, здесь мастер-класс по росписи проходит. С 11 до 2, и как раз вот он закончился. А здесь мы стоим. А где мы стоим? 4-й дом. А тут непонятно. Так, прочитаю. Все-таки здесь что-то, наверное, написано. Нет, на этой табличке ничего нет. Вот на следующей, наверное, будет. Я так думаю, так жили более или менее богатые крестьяне. Слишком роскошно. Но смотрите, опять же, эти дома строились... Понятно, что не один мужик это строил. Это строилась сразу семья. Приезжали родственники и дом рубили. Заготавливали лес, потом дом складывали. Дом Жукова из деревни Калинина, Калининского сельского совета Тотемского района.
уж извините, если я где-нибудь как-нибудь не так говорю. Перевезен в музей в 1988 году. Размер дома 23, общая длина 23 метра, ширина жилой части 10 метров, ширина двора 7,8. То есть там двор поуже у нас будет. Возможно, здесь у нас еще хлева стоят, ну табличек нету. Это тоже хлев, но вот у нас в Архангельской области хлев мог стоять на бревнышках, так как избушка на курьих ножках, чтобы грызуны не залезали. Еще один колодец. Так, согласно, панелька лучше. Всем гуляющим привет. Я по Выборгу гуляю. Так, дом очень богатый. Николай Ефимов, добрый. Ну, как бы, блин, слушайте, так-то всем-то... Ой. Опять же, вот двор, часть двора, она уже, чем жилой части. И тоже двор двухэтажный. Это, возможно, даже банька. Но таблички никакой нету. Ну, дай бог. Так. В таких домах купцы поди только жили. Ну, понятно, что не крепостные. Опять же, север. Алена Омск, спасибо. Скажу так, на севере никогда крепостных не было. Жили, промыслом занимались, пушниной. Так, этот дом непонятно что. Вот в 4-м доме у нас дом Юрова, музей масла. И, возможно, там чайная есть. Чайку можно попить. Вот классный, да? Как будто бы это современный таунхаус. 2 жилых части и 1 вход. Дом закрыт на спецобслуживание. Беда. Что ж поделать-то? Ну смотрите, тут и дрова лежат. Так, в таких домах купцы, люди только жили. Так, всем прогульщикам солнечный привет из Баку. Вот вам солнечный привет из Вологды. Солнышко наше. Опять же, прохладно сегодня. Градусов 5-6. Обманчивое солнце. Обманчивое. Ну и вот посмотрите по количеству поперечных бревен в доме. Сейчас я приближу. Ну, на сколько частей дом делился. 1, 2, 3, 4, 5 части. И все под одной крышей. И опять же, труба только одна. То есть печка была одна в доме. Она топилась зимой и все. А летом, ну, тепло было. Хватало. Надышивали. Ой, здесь тоже вот какие сходни. Зажиточно жили те крестьяне, у которых много детей было. Были рабочие руки, особенно сыновья, если. Ну, вот поэтому большие семьи и были. В том числе. Да, понимаем. Мотоплугов не было, тракторов не было. Все вручную. 1 дверка, 2 дверка. Опять же, вот у нас по границе слева жилая часть, справа. Здесь, скорее всего, у нас уже сени. И пошел двор. Какой-то уже, не знаю, плюс-минус современные, несовременные тут постройки. Ну и задняя часть дома громаднейшая. Это вам не теперешние деревенские дома. Таких, наверное, домов уже в деревнях-то и не осталось. То есть, видите, если такие дома, ну, не поддерживать, по крайней мере, да, вот этот угол, например, он отреконструирован. А эти дома, которые в деревнях-то пооставались, но уже и крыша обвалилась, и, соответственно, разрушения более глубокие у домов в деревнях. Скорее всего, этот дом стоял на берегу какого-нибудь озера или реки, потому что, видите, тут порыжевшая древесина. Это нам тоже о чем-то может свидетельствовать, а конкретно то, что какие-то окислы приносило с озера. Ну, по крайней мере, я помню какие-то такие рассказы на эту тему. Могу сейчас ошибаться. Так, а что мы? Тут ничего... А, вот.
здесь кафе, в следующем, в этом доме. Это вот этот дом у нас номер 4. Дом Юрова, музей масла. Хорошо. Так, да, такую хабазину и не протопишь, если даже в нем делать с насосом, чтобы по трубам воду гоняло. Да, это тяжело. Я видал, такие дома в деревнях выкупают и пытаются сделать из них дачу. Пытаются тепловой котел ставить, трубы разводить, но это капец, его не протопить. Поэтому я вам и говорю, что зимняя комната была всего лишь одна. И то там четверть этой комнаты по объему занимала печка, в которой готовили, в которой грелись, в которой детей мыли. И вот эта история, когда Баба-Яга садит Иванушку там, говорит, полезай-ка в печку. Ну, такой это прототип как раз помывки детей, маленьких детей, когда уже печка, ну, уже все, она протопилась, но там еще жар есть. Ребенка туда запихивали, он просто потел, дальше его ополаскивали и вытирали. Все, готово. Ребенок готов. Так, по-быстрому помыть мелких. Сами-то, конечно, взрослые туда не залезет. Так, здесь у нас музей масла в этом доме. Ой, пахнет какими-то блинчиками, как будто бы. Так, здесь в дворовой части какая-то тоже экспозиция. Игрушки деревянные, прибитые к полу. Рогатины, вилы. Кто ты, воин? Грабли. Лапти плетеные. Я сам в детстве ходил на секцию, хотел сказать. Помимо спорта ходил еще и на плетение из бересты. Так что знаю, что такое и заготавливать бересту, и плести из бересты. Древнерусская джакузи. Хамам, древнерусский хамам. Потому что туда можно и водички поставить, чтобы повлажнее было, чтобы она испарялась. Телега. Число коров в одной артели. Число членов в одной артели. Ну, что-то по человекам, по годам. Угу. И масло сколько производилось. Угу. Сейчас зайдем все-таки в чайную комнату. Ноги поднимать, голову пригибать. Вот какая-то тоже маслобойка или что это тут. Крутилка, прям деревянная, но 10 тысяч раз выкрашенная история. Где блины, там и мы. Музей-кафе. Это что, очередь за блинами? Да. Так, ну окей, ладно. Тут долго стоять не будем, места мало. К сожалению, да? А чё почем, не знаете? У меня шишки запотели в успели. Кто-то это надышал. Ладно, друзья. Может, попозже зайдем. Ну, или я, может, в конце зайду. Блины тут же делаю, тут же чай, 2 стола, но мало места. Мало места. Интересно бы еще посмотреть, как в поморских деревнях живут в Архангельске, наверное, много таких еще крокодилов. Я о чем и говорю, что, возможно, может, этим летом, как только, так сразу. Есть планы и в Архангельск съездить, и в такой же музей под открытым небом сходить. Малые Карелы называется. Там домов еще больше. Не факт, что во все тоже можно заходить, но и здесь даже далеко не во все. Скорее всего, вот они и кончились. Вот эта часть дома почему-то на 3 окна закрыта, а кафе вот эти вот 3 окошка. Опять же, видите, окошки маленькие, дверки все маленькие. Просто для красоты и понта сделан балкончик, но балкон не функциональный. Но опять же, это что визуально, чтобы было все красиво. Вот.
был я. Короче, знаете, у нас на севере развивается такое направление, как экотуризм. И в отдаленных районах как бы инициативные граждане просто выкупают дом. И в нем делают вот мини-гостиницу, что ли, да, но гостиница не в современном виде, а в таком вот 19-го, начала 20-х веков. То есть вы самовары, вот это все, блины, русские печи. Дом вот такой же громадный. Всегда можешь приехать, приобщиться к природе. Такой, как же, не ретрит, а как это делает вся история называется? Как это называется? Не знаю, не помню. Цифровой детокс, вот так вот я это скажу. Потому что в тех районах и со связью все плохо, с сотовой. Соответственно, никаких интернетов практически. Ну или если есть, то на маленьких скоростях. Ну, в общем, чтобы вы этим просто вот фоткаетесь, а потом уже вернетесь к себе в город и уже выложите. Вот. Этногостиница. Ну, практически. Практически так. Это что у нас за домик? Там у нас впереди еще один дом, в который мы будем попасть. Это предпоследний по ходу нашего движения. Дом Слободина. И там правильная охота. Да, там комната, дом охотника. Мне говорили, там шкуры, еще что-то. Зайдем, заглянем. Вот тоже резной балкончик. Там даже окошко есть. Но, скорее всего, на это окошко-то и выйти никогда нельзя было. А вы не попадаете. Ну, давайте. Оп. Как на заваленке. Хорошо? Тепленько. Вы только аккуратно спины там потом посмотрите, чтобы не грязные были. Грязные? А то она бывает, это пачкается. Ох, тут какое крыльцо. Хопа. Главное вот об это все головой не ударяться. Тут действительно надо пригибаться и где-то это перешагивать. Классное вот при входе всегда камни. Кстати, я на это внимание не обратил. Такой камень, с которого ты уже в дом заходишь. Видно, что уже все такое поехавшее, но опять же, вот заплатка. Дома реставрируют. Потому что где-то вода бежит, где-то уже гнить начинает. Но вот реставрируют. Ну и опять же, дома без фундаментов. И как видите, как... Так, колодец Журавль. А что, мы прошли колодец Журавль? А, да, сейчас подойдем к колодцу. Но он не действующий. Он журавль-то стоит, но веревки нету, ведра нету. Но да, журавль присутствует. Смотрите, дом бревнами стоит прямо на земле. Соответственно, все нижние венцы, они гниют мгновенно. Но их меняют. Дома поднимают, венцы меняют. Тут ничего страшного, сверхъестественного или из ряда вон выходящего ведь нету ничего. Это жизнь, это технология такая. Что поделать? Ну, в высоту, вот в коньке там как 3-4 этажа в какой-нибудь панельке дома. Конечно. Раньше карлики, что ли, жили все, своды маленькие. Так в том-то и дело. Это тепло сохраняли. Чем у вас больше объем в помещении, ну, тем его больше надо нагревать. Это разумный минимум. То есть в доме никто не подпрыгивал. Ну, макушкой касаешься потолка и дай-то бог. Здесь, скорее всего, нет домов, которые еще топились по-черному. Вот в Архангельске колодец Журавль. Вода там внутри. Ну и вот журавель. Сейчас он, наверное, зафиксирован. И мне не удастся. А может и удастся. Оп. Да, удается. Вот видите, я его поднимаю. Он легонький. Ну, здесь перевешивает. Ну и там подвешивалось за веревочку.
ведро, а может даже не за веревку. Здесь еще одна жердина была, и ты уже с жердиной опускаешь в колодец ведро. Ведро, как правило, тоже было деревянное. Вот. Нет домов, которые топились по-черному, а в Малых Карелах такие дома есть. Там потолки, конечно, повыше. Потому что такое топиться по-черному? Это у тебя дым выходит в комнату. Сейчас вот в дом зайдем. Я примерно покажу, что это такое. Маленькие окна, конечно, стекло-то дорогое было. Во-первых, стекло дорогое было. Во-вторых, тепло. Это вот надо же это все. Теплопотери. Зачем? Это надо все сберегать. Двери невысокие. Пригибаешься везде, опять же, да, чтобы тепло сохранялось. Так, а здесь что? Здесь можно зайти? Не знаю. Сейчас у дядьки. А там можно зайти? Да. Так, дом Слободиной из деревни Подлипная Великодворского сельского совета Тотемского района. Вот смотрите, тут фотография дома в 79 году, когда его нашли, отыскали. Но и вот он до сих пор стоит. А если бы он там остался, в той деревне, опять же, вот смотрите, нижние венцы светлые, здесь их заменили. Ну и здесь плюс-минус хотя бы дом стоит на камнях. Но мне кажется, это уже такое здесь местечковая история. Но опять же, как гидроизоляция. Смотрите, гидроизоляция. Береста, ну или береста, кто говорит. Береста как гидроизоляция. Здесь прослойка между камнем и бревном. Собственно, ладно, давайте врываться в дом. Чуть-чуть. Крыльцо, конечно, обновленное. О, здесь есть какая-то... А, нет, ладно, QR-код не буду показывать. Вот, можно. Туки-туки. Закрываем за собой. Так, крокодил. Вроде раньше даже полностью дома перевозили. Всегда дома разбирали сначала, перед тем, как перевозить целиковые. Они никогда не переезжали. Каждое бревно, каждая стена пронумеровывалась координатами, а потом уже и собиралась. Так. Это правильная охота. Дом охотника. Дом охотника. Класс. Вот здесь шкуры медведя, волка, как будто лиса висит, волк висит, лисит. Ну, опять же, печь. Печь натопленная. Ну здесь я вам не покажу. Вот это как вариант дома по-черному. Ну, давайте 7 по лавкам. Посидим. Вот и вся теплая комната на весь дом. Все. Весь остальной дом был холодный. Единственная печь. На печи там, 2-3 человека могло спать, как правило, дети. Взрослые. Вот здесь. Опять же, здесь же не было места, где спали на этих же лавках. Такое ощущение. Ну, конечно, узковато. А спали где? По лавкам? Ну, вообще-то спали на лавке, но у нас здесь другая история. У нас здесь показано, как бы мог жить охотник конца 19 века, который был бобылем. Бобыль, знаете, Да. молодежь знает, кто такой бобыль? Знаете? Молодежь, Молодежь. Кто здесь? знаете? Полина, знаешь, кто такой бобыль? Бобыль, без бабы, то есть без жены, без детей. Холостяк. В наше время бы сказали. Поэтому здесь нет палатей, как во всех избах, где большие семьи. Правильно обратили внимание? Ему одному вот хватало места поспать На на печи. печке, да. А так вообще в больших семьях Спали по лавкам, но я смотрю, 15-20 здесь человек узкие. на палатях, во-первых, Угу. вот, а на печке, как правило, спали стар, мал и хвор. То есть старенький бабушка, дедушка,
совсем маленькие детки или кто захворал, приболел. Остальные члены семьи все вот так на палатах. Места не хватало, если спали на лавках. Но нашему бобылю, охотнику, который ему, печки вполне хватало. Тем более уходили на охоту они надолго. Могли и на месяц, и на 2 уйти. Ну, шикарно для одного-то. Да, ну я же сказала, он был очень зажиточный. Пушнина всегда была Рабочий стол нарисована. даже. И к нему приезжали богатые купцы с Москвы, с Петербурга, привозили вот ему дорогие подарки. Он, в свою очередь, хорошо им шкуры свои продавал, в лес на охоту водил. Спасибо. Ломай, круши. Это кто-то вышел. Домовой. Ай, спасибо. Туиса. Здесь тоже вот какая-то штука для переноски. Не знаю чего, но какой-то... Да, хмурые, не хмурые, не знаю. О, эти капканы всевозможные. Тут вообще какой-то громадный, на медведя, наверное. Громаднейший. Экскурсии, да, проводят. Сейчас на улицу выйду, покажу, что мне тут выдали. Оп. Так, ладно, не закрываю, но за собой надо. Есть возможность зайти, да? Да, это дом охотника. Там вот что-нибудь даже расскажут. Кстати, да, слушайте, дом-то небольшой, он без дворовой части, ну или, по крайней мере, дворовая часть достаточно короткая, или этот дом просто не дособрали, привезли только переднюю часть. Хотя нет, вот она, вот есть разделение. Так, про экскурсии, смотрите, вот мне выдали на сегодня такой план действий. Так. Видите, именно написано, что 2 мая. Ну и вот была экскурсия у колодца, обзорная экскурсия по музею в 12 часов и в 14. Дом Копылова был мастер-класс по кукле. Вот мы зашли, он как раз там девочки сидели, что-то вязали. В дом Пудовой был мастер-класс по росписи. Мы туда зашли, как раз там уже кисточки мыли. Вот. Собственно, вот такие экскурсии здесь на территории Семенкова проходят. Каждый день они могут что-то отличаться, наверное. Поэтому у них очень хорошо наполненный сайт. Так что на сайте там вся информация у них актуальная. Даже есть какие-то видеоэкскурсии. Именно уж от экскурсоводов. Но у нас впереди последний дом. Он безымянный. Ну, сейчас дойдем до таблички. И потом пройдемся еще по мельницам. Так, очень интересно, и посмотреть, и послушать. Так вот, здесь в этом доме не удалось показать. В домах, где печи топились по-черному, до того, как придумали дымоход, дым поднимался до потолка и распространялся по всему потолку, по верхней части дома, теплый воздух сверху. Все заколочено, ну, что-то с домиком, возможно, планирую делать, а может нет. И опять же, вот... Достаточно низкий первый этаж, хозяйственная часть, продухи, может быть, ничего и не было. Так вот, он еще и этим накрыт, просто профлистом. Да, профлистом просто накрыт, не знаю, что за домик. Так вот, что хотел сказать. Потолки делались повыше. И вот как лавки, только сверху тоже делалась полка достаточно широкая. Это была осечка для дыма, чтобы дым, сажа, копоть не опускалась ниже. А дальше в потолке была просто дырка. То есть у тебя из печи выходит дым, распространяется по потолку и уходит в дырку в потолке, туда под крышу дальше. Конечно, это очень расточительно и накладно, такой дом. Большие теплопотери через дырку в потолке. Соответственно, уже опосля начали делать с нормальными трубами печи. Здесь я, кстати, такого ни одного дома не встретил, где было бы по-черному. А вот в Архангельских Малых Карелах там такая история есть.
можно воочию посмотреть. Смотрите, вот мы часик ходим, даже я где-то останавливаюсь и что-то вам говорю, но... дойдем до церкви. Дойдем до церкви. Так, она подписана. Так, у меня здесь ничего не написано. Что за церковь? Здесь на территории 2 культовых сооружения должно быть. Под культами этой церкви имеются в виду. Одна из церквей это Ильи Пророка, а вторая что-то я даже не знаю. Какая-то сцена, видимо, летом какие-нибудь, когда праздники, гуляния, Иваны Купалы и прочее, проводят мероприятия наверняка здесь. Хочу до мельниц дойти. Давайте и туда дойдем, до церкви. Так, ходит народ, интересуется. Некоторые не только в джакузях в городах сидят. Это часовня, наверное, не церковь. Ну, друзья, тут прошу меня не ругать. Прошу меня не ругать. Я, в каких-то моментах просто как-то обобщенно это могу называть церковью. Храмы, церкви, часовни. Часовня-то что-то маленькое. Я думаю, все-таки это какая-то церковь. Как бы не маленькая история-то. Крокодил. Сейчас тут потопчем газончику немножко местного. Вот, за час и обошли. Ну так, если совсем неспешно, тут за 2 часа все можно посмотреть. Сильно не устать. Можем даже пойти на качелях покачаться. Борис Николаевич Ельцин как-то на таких качался где-то. Фотку видел. Закрыта она, внутрь не зайти. Вижу тут ворота. Там, по-моему, даже замок. Хотя бы дойдем до табличек. Узнаем, какого века эта церковь. Опять же, она не здесь, не новодел, не построена. Она сюда перевезена. В часовне нет алтарной части. Ну, может быть. Тут уж давайте к терминологии. Так. Память архитектуры. Церковь Георгиевская, деревянная, 1700 год. Угу. Опять куча QR-кодов. Кур. Рубка в лапу. Алтарь. Бочка. Шатер. 8, 4. Это все стены. То есть нижняя часть, она в виде квадрата, то есть 4-стенчатая, а верхняя уже башенка 8-стенчатая. Так, и что-нибудь тут про размеры нам скажут. Памятник представляет собой традиционную для культовых деревянных построек 18 века трехчастную композицию плана с развитием вдоль продольной оси. Церковь одноэтажная, на высоком подклете 3,6 метра. Храм типа 8 на четверике с шатровым завершием. Размеры храма в плане 9,9 метра на 9,9. Ну, в общем, 10 на 10. Высота четверика составляет 10 метров. 8 5,5, шатра 15 метров. Главы с крестом 6,6 метра. В восточной стене храма пристроена двухчастная апсида в плане 4,9 на 8,5 метра. Высота сруба 6,8. Крытая бочкой. К западной стене трапезная или паперть. К западной стене паперти пристроено большое по объему двухсводчатое крыльцо под рундной кровлей, богато декорированное элементами ограждающих конструкций декора кровли. Вот такая вот история. Давайте поднимусь на крылечко, на паперть. Почти ровесница, да? Да даже старше получается. Вот как интересно крыльцо сделано. То есть здесь у нас пустота. Срублена первая часть. Кстати, ступени удобные, невысокие. Ну и здесь уже вход. Ну, здесь уже на воротах замок висит.
не зайти. Обойду кругом. Ветер задувает. Тоже, кстати, камни. То есть ты не на грязь ступаешь, а на камешки. Изначально. И значит, вот наш четверик. Восьмерик на четверике. Ой, тут кто-то достал камень, и можно пролезть под церковь. Ну и вот эта часть пристроенная. Интересный. Как заморачивались, да, с деревом рубили объемы, сложные формы. Что-то я не успел посчитать, сколько высота этого храма, этой церкви. Ну, а Илии Пророка значит часовня. Но вот где она, я теряюсь, не знаю. Если бревно в сухости, то оно не гниет. Ну, плюс реставрация спасает все-таки. А так вот, да, пожалуйста, 300 годиков. Ну, слушайте, в той же Германии фахверковые эти дома, а в основе же в каркасе бревно. И там домам по 400, по 500 лет. С глиняным заполнением. Но они же стоят. И никто не удивляется, что глину не размыло. Правильно? Ветерок как ветерок. Идем к мельницам. Включу микрофон. Вдруг задувает, чтобы не так в уши било. Дойдем вот до мельниц все-таки. В чем прикол мельниц? То, что они, как бы вам ни казалось, их громадность, они имеют поворотный механизм. То есть мельницу уже надо поставить по ветру, точнее там против ветра. В общем, повернуть на ветер, чтобы механическая сила, в которую преобразовывается сила ветра, была максимальная КПД. Ну, надеюсь, я понятно выражаюсь. Если ветер дует сбоку на мельницу, понятно, что она крутиться не будет. Ну и все. Мельник выбегал, подбегал к рычагу, к специальному, и поворачивал мельницу на ветер. И она крутилась, вертелась, и все хорошо с ней случалось. Ой, все, дошел до асфальта, до бетонки. Что-то там шел по газону. Газон достаточно сырой и такой, мог кроссовки промочить. Тут уже все. Шашлыки закончились. Так, если с лиственницы, то согласен, оно и 1000 лет простоит. Ну, не знаю, тут уж лиственничные. Много ли лиственницы в этих лесах? Все-таки тут елка, я думаю, преимущественно шлаф. Все-таки она просмоленная, просушенная, тоже долго стоит. Так, Алексей. Роман с вологодским маслом, пожалуйста, аккуратнее. Настоящее сейчас трудно очень найти. Алексей, не беспокойтесь. Масло взято прямо с завода. Есть там человечек-засланник. И прямиком с завода коробками выносилось. Ну, понятно, что куплено по более приятной цене, нежели в магазине. Но доверие стопроцентное. Источник происхождения не какой-то перевалочная база, а что ни на есть завод. Так что так. Так и вот, давайте тут поближе покажу, в чем прикол и как это все работало.
Понятно, что мельница, конкретно эта, была повыше, скорее всего, а может быть на такой высоте. Ну и вот здесь вот в самой узкой части был поворот. Видите, вход на лестницу земли не касается. Здесь рычага сейчас нет, но этот рычаг есть на этой мельнице. Вот эта балка, это не поддерживает мельницу, чтобы она не упала, а это рычаг, за который мельник поворачивал мельницу на ветер. Он выходил и толкал. Мельница поворачивалась. Здесь конкретно этой ставилась приставная лестница. Здесь лестница постоянная, но земли не касалась. И все. И поехали. Веревка, поднималась мешки вверх-вниз. Жернова сгорала. Жернова были каменные, а механизмы, которые передавали усилия на жернова, конечно, были деревянные. И там, шестеренки не в том плане, как у нас металлические шестеренки, а бревно, и в которое поперек бревну, поперек оси вбивались такие как бы колышки, не знаю, как обозвать. Может, сейчас здесь на фотке где-нибудь будет механизм. Просто вот в Архангельске там можно зайти внутрь одной из мельниц и посмотреть механизм, как оно происходило. Вот, например, как раз здесь пример реставрации конкретно этой мельницы. Здесь уже более прогрессивная технология. Вот эта нижняя часть, она стационарная, а крутится только верхняя. Но и тут есть рычаги, за которые надо ее толкать. Видите, какой громадный рычаг. Вот. То есть он приподнимался от земли, и уже несколько человек толкало мельницу, ставя ее по ветру. Вот. Сами лопасти мельницы деревянные тоже. Все из дерева. Все. Конкретно эта мельница, сейчас прочитаю, хоть какого года, где она. Так, общая высота мельницы составляет примерно 13 метров. Сруб в плане составляет 7,3 на 7,3. Данный тип мельницы принято называть восьмерик на четверике. Так же, как и та церковь, в которой мы только что были. Немножко тут в плане мельницы. 3D модель. Так, а какого она года? Непонятно. Откуда Так, При строительстве новой мельницы использовали значительную часть конструктивных элементов старого ветряка 1890 года. Постройки, к сожалению, непростые. 90-е годы 20 века не позволили перевести историческую постройку в экспозицию музея под открытым небом. Только сегодня появилась возможность воссоздать утраченный объект в соответствии с проектом реставрации, разработанным архитектором Института спецпроект «Реставрация. Город Москва». Работы ведутся ремонтно-реставрационной службой музея с ноября 2019 года в рамках проекта «Строим вместе». Окей, спасибо им. Други мои. Чик. Семенкова. Сниму. Или нет, не сниму. Семенкова обследована. Пройдено и разведано. Интересно, слушайте, от города недалеко. Ехать 15-20 минут. Территория небольшая. Сильно не устанете. Лавочки, посиделочки, все это можно. Это все интересно. Не знаю, что сегодня еще сможем там посмотреть. Так, Мария. Если ветра нет, то мельница не работала, получается, в отличие от мельниц на воде. Ну и слушайте, мельница на воде тоже история такая себе. Потому что, например, весенний на паводок мог мельницу
и портить, и ломать. Так что с мельницами на любой силе природы эта история такая. Но, наверное, да, все-таки водяная более стабильная. Друзья, спасибо, что со мной сегодня погуляли. Опять же так, спонтанно, экспромтно. Вологодские, Семенково. Чек. Друзья, опять вас поворачиваю, разворачиваю. Лайки, подписки, напоминаю, вам не больно, мне приятно. Ну и по возможности и желании донатьте. Чтобы у меня было больше, да хотя бы просто лайки ставьте, пишите комментарии. Напоминаю, кстати, у нас проходит конкурс под позапрошлым стримом, там, где мы гуляли от Сакуры до Сакуры. Пишите под тем роликом кодовое слово Сакура в комментариях, и там проведем розыгрыш среди комментаторов. Победитель получит подарок с символикой города Санкт-Петербург. Отправлю на почту в пределах России. Если вы будете не из России, ну тогда кому-нибудь из ваших родственников в России заправим. Спасибо за стрим, ждем Поморья. Окей. Спасибо, большое спасибо за интересную и познавательную прогулку. Молодчик Роман Сусанин герой. Идите вы нафиг, я сам тут впервой. Собственно, еще раз спасибо. Еще раз не переключайтесь. Пойду искать жену, где-то она здесь ходит одна. И пойдем все-таки пить чай с блинами здешними. Когда в Петербург? Уже этим вечером уезжаю в Петербург, завтра буду утром в Питере. Может быть, что-нибудь и по Питеру погуляем, но может быть и нет. Все-таки хочется и отдохнуть. Все, друзья, пока-пока. Спасибо, что были со мной. Лайки, подписки. 10-й раз говорю. Всего хорошего. Кстати, розыгрыш на YouTube, так что приходите на YouTube, и там даже смотреть не надо, просто зайти в комментарии, написать кодовое слово и подписаться. Все, и лайк поставить под видео, под всеми. Пока.